Привет, сообществу! Сегодня мы с вами поговорим про сталь М398. Сталь М398 — это порошковая нержавеющая суперсталь производства компании Бёллер Эдельсталь. Буквально несколько дней назад я закончил тест, и вообще мне хочется чуть больше времени уделять сталям такого уровня. Уделять время не только в общих обзорах, но и в детальных индивидуальных материалах. На тесте работал нож Ультратекс Варн 4 со сталью М398 на твердости в 66 единиц по шкале Роквелла. Как мы с вами знаем, официального общепринятого термина «суперсталь» в природе нет. Классификаций стали очень много, причем как в рамках стран, стандартов, коалиций, так и по типу применения или даже производства, но вот именно термина «суперсталь» не существует. Вместе с тем, понятием мы так или иначе оперируем, а посему давайте сойдемся на том, что суперсталь — это высоколегированная, высокоуглеродистая сталь, произведенная по современной актуальной технологии. Фактически, за своеобразную стартовую точку понимания суперстали мы принимаем 1,6, 1,7 или выше углерода в составе. Суперстали бывают очень разными, например, нержавучесть или коррозийная стойкость не является обязательным критерием. Такие монстры, как REX-121 компании Crucible или HAP-72 компании Hitachi, являются быстрорежущими сталями и вполне ржавучими. При этом обе стали без всяких сомнений являются суперсталями. Помимо прочего, среди нержавеющих суперсталей есть как классические решения, М398 в их числе, но есть и более продвинутые нержавеющие суперстали, такие как семейство Vanax. Любопытно, но сталь Vanax 75, будучи суперсталью и, по мнению некоторых людей, лучшей сталью в мире, так вот Vanax 75 углерод в составе практически не содержит. А мы помним, да, 1,6, 1,7 и выше. Так вот, в данном случае роль углерода принимает на себя азот. Я веду к тому, что суперстали довольно сложно будет объединить по какому-то конкретному компоненту в составе. И, пожалуй, единственным объединяющим фактором является очень высокая производительность. Именно отсюда приставка «супер». М398 входит в одну из самых интересных групп суперсталей. По сути, мы ведем речь про группу чемпионов, про элиту клинковых материалов. С одной стороны, это очень высокий уровень производительности, а с другой стороны, это нержавеющая сталь. То есть, говоря грубо, М398, как и CPM-125V, находится где-то между REX и Vanax. Производительность очень высокая, коррозийная стойкость все еще приемлемая. Состав стали М398 перед вами, и давайте попробуем сравнить составы с другими сталями. С одной стороны, текущий стандарт суперстали М390, также Бёллер Эдельсталь, а с другой стороны, сталь VG10 компании Такефу. С точки зрения подхода к производству, с точки зрения возраста и новизны технологий, это очень разные продукты. И по идее как, сравнивать их между собой нелогично и вообще неправильно. Меж тем, для упрощения понимания такое сравнение вполне наглядно. Я хочу обратить ваше внимание на три элемента: хром, углерод и ванадий. Очень хорошо видно, что и в М390, и в М398 хрома существенно больше, чем в VG10. И по идее, как считается, когда хрома в составе 14% или более, сталь приобретает необходимые нержавеющие свойства. При этом сам по себе хром в том числе увеличивает прочность стали, снижая ее пластичность. 20% хрома в М398 в первую очередь свидетельствует о продвинутой технологии производства, о качественном распределении внутри структуры. Здесь оба продукта Бёллер Эдельсталь схожи, и М390, и М398. Теперь углерод. И как мы видим, количество углерода от стали к стали меняется драматически. И если М390 просто содержит очень много углерода, почти вдвое больше по сравнению с VG10, то М398 по ряду классификаций будет проходить банально как чугун, ну или около того, потому как содержание углерода запредельное. Собственно, прочность и углерод — это синонимы. Ну и, наконец, ванадий. Если на углероде началось разделение сталей на пусть и хорошие, но обычные, то содержание ванадия четко показывает место каждой железки. Ванадий не только повышает прочность, в том числе ванадий повышает твердость, увеличивает плотность стали, измельчает зерно, повышает стабильность стали в момент отпуска и по итогу поднимает предел прочности и предел текучести стали. Грубо говоря, улучшается, сдвигается момент, когда в стали под нагрузкой произойдут необратимые изменения. Нужно понимать, состав стали не является гарантией производительности. Проще говоря, сталь может работать хуже ожиданий от ее состава.
Но верно и обратное. Сталь не может работать лучше ее состава. Я не просто так для примера привел М390 и VG10. Первый — современный стандарт суперстали и, пожалуй, самый популярный выбор для современного продвинутого ножа, как складного, так и ножа с фиксированным клинком. А VG10 — современный стандарт производительного японского кухонного ножа. Обе стали ни при каких условиях не являются плохими или даже рядовыми, обычными. И М390, и VG10 — это отличные, актуальные продукты. Другое дело, что М398 — продукт другого уровня. Сегодня у нас не первый разбор стали М398. В 2019 году мы с вами проходили сражение при 98-м Каурексе. 5 лет назад почти в одинаковых условиях было проверено 3 стали: CPM Rex 121 Crucible, Kauri X Daido и М398 Böhler Uddeholm. Тогда на тестах работали ножи третьего поколения Сварна. Безусловно, это вносит коррективы по эргономике, но все-таки мы можем сравнивать результаты довольно уверенно. Тогда, 5 лет назад, изначальная расстановка сил, то есть кто победит, а кто нет, все это было понятно задолго до начала. Что сегодня, что 5 лет назад, 121 Rex — это очевидный фаворит вообще, в любом зачете. Однако нужно помнить, 121 Rex ржавеет и ржавеет активно. Далеко не каждому подойдет такое поведение стали. С другой стороны, Kauri X — это, пожалуй, одна из чистейших сталей. Грубо говоря, качество поверхности Kauri X очень сильно выше почти любого продукта Crucible. Сегодня же для нас интересно другое противостояние. Главная интрига 5 лет назад звучала так: а насколько новинка сталь М398 конкурентна 125-ке? И тогда результаты были такими. Неплохо видно, что М398 и 125-ка идут очень близко друг к другу. И ориентируясь только на результаты, можно сказать, стали друг друга достойны. Сегодня результаты изменились, и мы видим вполне ощутимую разницу между двумя тестами. Сегодня М398 занимает более интересную строчку, и по идее как тест можно трактовать как победу М398 над 125-кой. Все логично, термообработка прошла эволюцию, твердость повысилась, результат ожидаем. Но вы же понимаете, и здесь без нюансов не обошлось. В целом и в общем любой Ультратек затачивается легко и приятно. Единственное, чему стоит уделить побольше времени, так это аккуратности фиксации ножа в системе. Клинки за счет применения эрозии выполнены очень точно, и любая асимметрия при закреплении в итоге скажется на заточке. В остальном ножи имеют достаточный чойл, тонкое сведение, на тестовом клинке 0,2 мм и качественную термообработку. И это все дает нам невысокие требования к точности движения, малый объем работы и вменяемый заусенец. Отсюда итоговая острота сильно выше среднего, и в целом вся заточка проще. Сегодня все было почти так же, но было и отличие. Видите ли, любой заточник с опытом, любой заточник, работающий широким пулом абразивов, знаком с ощущением плотности и напряженности работы. Что я имею в виду? Представьте себе заточку классического кухонного интеграла абразивами Барайт, например, серии Т2. Ощущение от работы будет полноценным, абразив будет резать сталь, как и полагается, все будет быстро, все будет как надо. Представили себе ситуацию? А теперь давайте поменяем европейский кухонник на японский, и не абы какой, а что-то типа МКАСТа и на борту из GPS или Speed G2. Представили? Абразивы тот же Барайт, здесь мы ничего не меняем, так вот ощущение будет совсем другим. Скорость упадет и упадет заметно, появится именно то самое напряженное ощущение от работы. Появится ощущение, что абразивы практически не справляются, вот-вот они на пороге. И вы скажете, поставь алмазы и вся недолга. И вы правы, и многие поставят. Но некоторые заточники работу продолжат, потому как структура поверхности от оксида алюминия, структура подвода ножа после классических абразивов выиграет по сравнению с алмазами. Но да, большинство, скорее всего, перейдет на алмазные абразивы так просто быстрее. Фишка в том, что М398 на 66 единицах дарит вот это вот ощущение плотности и напряженности, но на алмазных абразивах. У тебя полная аналогия, тебе кажется, что абразивы справляются с трудом. И скажу так, это не самое приятное ощущение, ведь выше алмазов нет ничего. Заточка дает первый звонок, сталь рядом с ее потолком. Ты понимаешь, работа здесь будет долгой.
Второй момент — это не совсем нюанс, но интересная информация в общей картине. 66 единиц по шкале Роквелла. Вот это что? Ну, это твердость стали по шкале Роквелла. Окей, но ведь это не исчерпывающая характеристика термообработки. Когда мы говорим о двух прошедших тестах 125-ки, там ситуация с термообработкой была следующей. Твердость 64,5, 65,5 единиц по шкале. Ковка, термоциклирование, двойное или многократное крио и многократный отпуск. Здесь нужно помнить, что многократное крио, отпуск — это все дефолт, это все по умолчанию на сварных. Но на этой конкретной пластине М398 на твердости в 66 единиц на этой конкретной пластине нет термоциклирования и нет ковки. Возникает вопрос, а почему, собственно, я уцепился так за эту ковку, за это термоциклирование? В лоб ведь все просто. М398 отрезала больше, нежели 125-ка. Вопрос закрыт? И да, и нет. С точки зрения чистого результата, да, М398 официально бодрее. Конечно, исходя из того, что мы имеем на тестах. Однако не только результат имеет значение. Поведение стали в работе точно так же весомый фактор. Вот какие выводы мы помним из первого теста? Для начала М398 острее 125-ки и первичная острота по ощущениям длится дольше. Супротив того, 125-ка имеет очень пологую кривую затупления. Грубо говоря, в процессе работы 125-ка тупится медленно и равномерно, при этом практически не скатываясь в мыло на всем протяжении работы. М398 имеет более привычную, более крутую кривую затупления. И после первого теста стало ясно, что в среднем 125-ка немного интереснее. И особенно сталь производства Crucible интересна пользователям, выжимающим нож насухо. Напротив, М398 интереснее для ножевых гурманов, то есть для людей, не переносящих никакой другой остроты помимо первичной. 5 лет назад многие сходились во мнении, что М398 — это, очень грубо говоря, поведение М390. Просто мощнее. Текущий тест картину поменял. 125-ка все еще дает наиболее ровную работу на всем протяжении. Но М398 ей практически не уступает, при том, что все так же М398 изначально острее. Давайте я огрублю и упрощу. Первый тест М398. Ты режешь быстро, бодро. Через какое-то время сталь начинает терять остроту, и ты режешь все тяжелее, медленнее. Причем, чем дольше ты режешь, тем быстрее эта тяжесть растет. Очень характерный рисунок затупления и взлет рабочей остроты. Второй тест М398 66 HRC. Sorry. Почти точно так же, но по мере того, как сталь набрала повреждений, плюс-минус в третьей части теста скорость затупления начала падать. Излет остроты значительно менее резкий, чем в первый раз. Вы скажете: Руслан, так ведь и результат лучше, и логично, что кривая становится более пологой и работа улучшается. Чё так прицепился? Я отвечу. Все, кто смотрит меня давно, знают, я всегда считал, что Бёллер делает сталь лучше Crucible. Технологическая мощь австрийского холдинга Voestalpine несопоставима с этим американским гаражом. Простите уж меня за грубость. Однако, как вы знаете, мнение оно как попа. У всех есть, всем показывать не обязательно. Считать я могу все что угодно. Нужно доказывать. И доказал. Более того, есть куда. Наверное. Я надеюсь, что есть куда копать в области термообработки. Помним, ковка, ТЦО. Хочется верить, что текущий результат не предел. В сухом остатке у нас отличное выступление М398. Новый лучший результат для нержавейки. При этом произошла сепарация самой работы. Ощущения от М398 на 66 HRC не похожи на М390 даже в варианте ТЦО. Между тем, не стоит думать, что Crucible на этом все. Нет. Развитие есть, и развитие возможно и на американских сталях. Более того, несмотря на все новые вводные, несмотря на все мои восторги, я не могу не признать, что 125-ка по-прежнему лучшая сталь по равномерности затупления. Это лучшая сталь в работе на остаточной остроте. М398 здесь подтянулась. Да, но 125-ка в этом плане лучше. И в конце концов, у нас впервые за 5 лет потеснился тестовый пьедестал. Лично для меня это большое событие.
Вот такой, друзья, тест, вот такой, друзья, материал. Надеюсь, вам было интересно. И у новичков, у начинающих нажиманов может возникнуть вопрос: а зачем нам все эти навороты в зоопарке? Ну, то есть, для чего все эти суперстали в реальной жизни? Ведь никто же в здравом уме не будет резать канат. Причем не просто резать канат, а резать канат 1,5 месяца подряд. Сейчас на экране вы видели сжатый 1 день. Какую плюшку несут суперстали в реальный мир? И это хороший вопрос, это интересный вопрос, это вопрос, на который стоит обстоятельно и подробно ответить. И скоро будет обзорный материал по сталям, новая серия, и вот в нем я подробно и по пунктам разъясню, зачем все это нужно, помимо морального удовлетворения от обладания пиком прогресса. И это без шуток. А на сегодня все. Спасибо вам, друзья, за просмотр. До новых встреч и пока.